Всем привет! С нами капитан команды Empire, Скандал, также известный как Рома. И мы хотим немножко пообщаться с ним на тему того, что происходило на этом StarLadder, на тему того, что было в сегодняшних играх, и в целом немножко на тему Доты и всего, что ее окружает. Привет, Рома. Привет. Первый вопрос, он немножко уходит вглубь корнями. Сейчас мы видели выступление обновленной Империи, то есть состав менялся уже не один раз. Вообще, что ты можешь сказать о том, какая она новая Империя? Сейчас у нас вроде все более-менее, то есть играем, тренируемся, сколько у нас, первый месяц играем, вроде довольно-таки неплохие результаты. То есть новая Империя — это 5 людей, которые готовы там друг с другом работать и двигаться вперед. А каково вообще было менять состав? То есть мы, допустим, с Блавой вы очень долго играли вместе, и как вообще дался этот шаг? К Владу были определенные претензии по его дисциплине и по игре, который он не пофиксил, не исправил, и пришлось с ним расстаться в интересах команды. А что насчет? Не слишком не слишком тяжело, скажем так, потому что это уже длилось довольно долго, там чуть ли не полгода, и собственно так вот. А что насчет камбэка Сайлента? То есть многие очень долго обсуждали, как же так? Он вроде бы ушел, а может быть его и кикнули, а вот он взял и вернулся. Что на самом деле было? На самом деле он просто ушел вслед за Габлаком в свое время, и его не кикали. То есть это был его выбор, он не захотел остаться в Старой Империи, а он пошел играть с Артуром. И вот за все то время, что менялся состав команды, тебе приходилось играть не только на миде, ты стояла на харде в свое время, а сейчас в итоге опять вернулся на мид. Тебе больше всего нравится играть на миде? Мне кажется, на этой роли я могу просто больше всего себя реализовать, как игрока. То есть у меня там куча разных идей, и мид дает пространство для этого. А что касается роли капитана, это наоборот что-то такое, что, опять же, дает тебе возможность себя попробовать в чем-то новом, опять же, как-то больше сделать для команды, или это какое-то бремя, которое, может быть, мешает тебе там на линии стоять или что-то в этом духе? Вообще, в целом, да, это мне, конечно, мешает. Я бы не сказал, ты меня назвал вначале капитаном, то есть я не могу назвать себя капитаном, то есть я просто по игре как инициативный игрок, который берет на себя ответственность за какие-то моменты. То есть капитан у нас, я не скажу, что есть ярко выраженный капитан. Конечно же, да, мешает контролировать именно всю карту, играя в миде, особенно первые, скажем, 10 минут. Это больше все на трипле держится, на суппортах. В целом, я не считаю, что это какое-то бремя. То есть просто капитан — это человек, которому, скажем, не лень за всем следить, он все контролирует, и это должен быть человек, который, с опытом, он знает, что делать в конкретную минуту, что лучше сделать. То есть ты не можешь сказать, что ты прям лидер коллектива в какой-то степени? Лидер коллектива? В целом, я один из людей, который подает, идеи в игре. То есть мы с магом, я и маг по игре. То есть именно в игре. А например, если вне игры у вас какой-то разбор полетов или просто в бытовом плане, на каком-нибудь буткемпе нужно инициативу проявить, кто это на себя берет? Не знаю, пока буткемпов у нас не было, пока рано об этом говорить, а именно при разборе полетов я, конечно же, высказываю свое мнение, все высказывают его. Прислушаемся просто друг к другу, тут нет у нас такого, что я скажу, надо так, и мы так делаем. Мы просто стараемся приходить к общему мнению, более-менее общему, и дальше двигаться. А ты можешь сказать, что ты такой all-around игрок, то есть ты можешь сыграть и на миде, и на харде, и посуппортить, и пофармить? Вообще, да, я чувствую, что я могу на всем играть. А как бы ты распределил роли вообще по сложности в доте? Какая самая сложная, на твой взгляд, а какая самая легкая? Первые 10 минут, мне кажется, самая сложная роль — это суппорты, которые просто должны все продумать, где им оказаться лучше, в конкретную минуту, что сделать. Также, наверное, все-таки мид. Опять же, первые 10 минут, когда игра закладывается. А в эти первые 10 минут керри — это, наверное, самая легкая роль. Опять же, тут зависит, если тепла идет в легкую, против соло, либо 3 на 3. То есть, если 3 на 3, то именно трипла, много решается. И, соответственно, на соло-линиях. Если против изи, то суппорты большую часть делают. А потом уже после, в мидгейме, минута 15, тут уже все-таки керри, мне кажется, больше. То есть вначале ему дают пространство, а потом керри использует то пространство, должен использовать его с умом. Для своей команды в пользу.
Ну вот вообще вы пикаете очень много необычных героев, то есть там, ну опять же, что-то совсем необычное, что-то уже так более-менее входит, как какой-нибудь там Элдер Титан вообще в норму. Но ты сам разрабатываешь все вот эти вот пики, или это ваша какая-то общекомандная заслуга? Ну, мы много практикуемся, много чего видим. Команды нам чужие, ну, вражеские показывают что-то, где-то мы сами что-то придумаем. Например, Дума мы придумали сами, в принципе, то, что он хорошо стоит там против определенных героев на своей линии. Вот. Ну и по игре довольно сильный персонаж. Там Титана нам подсказали какие-то другие команды, которые против нас его на кланварах пикали. Вот. Ну, в общем, да, что-то придумаем, что-то просто, можно сказать, крадем у других. А вообще вот, ну, разрабатывание стратегии в доте, можно сказать, что это в какой-то степени творческий процесс? Или это вот такая чисто логическая цепочка, ты сидишь, придумываешь причинно-следственные связи, к чему ты приходишь? Ну, стратегии в доте, не знаю, тут, наверное, зависит просто от драфта, то есть ты драфт разрабатываешь, ты конкретными героев в какой-то определенный момент как бы идешь и что-то делаешь, то есть, ну, это, если, я не знаю, если это стратегия, да, то есть это, я так понимаю, стратегия, да, в твоем понимании, то есть, ну, драфт и как бы что ты с этими героями делаешь, да, то есть, ну, не знаю, я больше просто, мне больше нравится играть в доту как бы по ситуации просто, то есть, каких бы героев ты ни взял, ну, естественно, они не должны быть полностью бесполезны, у тебя должны быть какие-то там, ну, например, дизейблы, там, станы, да, и так далее. И ты с ними работаешь, ты как бы делаешь это вот творческий процесс, то есть куда ты пойдешь, что ты сделаешь для пользы команды, вот. А именно какие-то драфты мы там не особо нарабатываем, скажем. Но это не отменяет главного вопроса сегодняшнего вечера. Почему Вайпер? Почему Вайпер? Ну, блин, когда Нави пикнули Дестройера, у нас был выбор либо Вайпер, либо Кунка. То есть, как всем, наверное, известно, против там ОД более-менее там как бы на листочке стоят там Вайпер и Кунка с Разором. Разора они забанили, следовательно, у нас был выбор либо Вайпер, либо Кунка. Посчитали нужным взять Вайпера. Но в итоге не получилось. Благодаря, опять же, вот как раз-таки суппортам вражеским, которые все продумали и все сделали для своего мидера. Вот ты упомянул то, что ну, иногда как бы вдохновение, да, для игры, там, для каких-то стратегий, ну, вы черпаете из игр и пиков других команд. А есть какие-то в этом плане фавориты у вас? Вот, например, ты смотришь игру какой-то команды и понимаешь, а вот эти ребята, они норм, у них можно что-то и приукрасть. Да не, ну я как бы не смотрю стримы на таком уровне, что я там пытаюсь что-то высмотреть и так далее. Ну, на самом деле, Дота, как бы она... Ну, то есть ты нового очень мало, очень редко узнаешь что-то новое о Доте. Ну, по крайней мере, сейчас. Вот, то есть я не могу сказать, что я там смотрю игры или реплеи какой-то определенной команды, чтобы просто у них что-то украсть. Нет, тут больше просто идет как бы какие-то, да, интересные, может быть, герои, ты их подсмотришь, но вот именно какие-то, ну, что ты с ними делаешь, это все вот у тебя в голове должно быть. Ты не можешь как бы просто так брать и красть. Ну, то есть ты можешь просто там, скажем, пикнуть героев, тех, которых ты посмотрел, тебе понравились, но ты должен понимать, что с ними делать, а не просто там для галочки их набрать и вот играйте, типа. Нет, так нельзя. Ты мог бы перечислить черты какого-нибудь вот идеального капитана? Идеального капитана. Ну, сразу в голове возникает мысль о том, что идеальный капитан должен за всем следить. То есть 3 линии в доте, он за ними следит, следит за каждым из героев, то есть, да, например, какого там он уровня достиг, что с ним можно сейчас сделать на данный момент. И он там, скажем, подкидывает какую-то идею. Ну, это в моем понимании. Далее, идеальный капитан должен быть такой боевой, с боевым духом. Он не должен никогда там ни в коем случае дезморалить команду, вообще, ну как бы ныть. Вот, то есть такой должен быть со стержнем, что скажет, и все его послушают. Вот, просто, ну, no matter what. Вот, ну еще что? Да, в принципе, все. То есть он должен за всем следить и как бы не падать духом, ни в чем, ну, ни в ком не отчаиваться и так далее. Ну, опять же, тут ему должны помогать его тиммейты, которые будут хорошо исполнять. Довольно трудно поддерживать командный дух, да, если никто остальной в этом не заинтересован. Ну, в общем, твои прогнозы вообще на завтрашний день? Нави или Альянс? Так, Альянс начинается с преимуществом 1-0, да? Мне кажется, будет 3 игры, но в конечном итоге Альянс выиграет 3-1. То есть Нави одну карту отожмут, мне кажется. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, сейчас немножко от доты отвлечемся.
есть, знаешь, такие очень публичные люди, медийные у нас в комьюнити, все про них все знают, там, они большую часть времени на виду, а вот ты наоборот. Ты наоборот как-то всегда в тени, ты такой всегда серьезный и такой загадочный, и мало кто тебе что знает. Какие у тебя есть вообще увлечения помимо видеоигр? Ну, на данный момент не могу там ничем таким поделиться с тобой, потому что на данный момент все мое время уходит именно вот в эту доту. То есть я даже ни в какие другие не играю игры, только в доту. Вот, увлечения помимо доты. Но если бы они были, мне кажется, это был бы какой-то вид спорта по-любому. То есть мне всегда нравилось там бегать, там соревноваться и так далее. То есть это вот мое. А ты раньше каким-нибудь спортом занимался, там, не знаю, в школе? Футболом, там легкой атлетикой, вот этим. Вообще ничего себе, вот немножко приоткрыли завесу тайны, какой он, оказывается, из себя Рома. Ну, в общем, пожалуй, на этом все. Спасибо тебе большое за такое классное интервью. Подписывайтесь на наш канал, потому что вас ждет еще очень много классных интервью с этого StarLadder. Спасибо.